Ну что, мы в эфире? Похоже, что да. Мгм. Да, я дополнительно поставлю записывать еще в облако. Всем привет, я надеюсь, что нас слышно. Думаю, что мы можем начинать. Мы на канале коллективного действия. Меня зовут Сергей Машуков. Я сегодня проведу этот стрим. И стрим будет о том, что происходит с российскими данными, как исследовать Россию в условиях закрывающихся данных, вообще усиливающейся закрытости, усложнения доступа к полю для многих исследователей, вообще с резким повышением стоимости исследований России, как с точки зрения безопасности, так и с других точек зрения. Вот. И у нас, мне кажется, собралась отличная компания эмпирических исследователей, и многие здесь совмещают разные виды экспертизы, не только академическую, но и, скажем так, экспертизу в сфере анализа данных, журналистскую экспертизу. Поэтому, мне кажется, нам есть о чем поговорить. И я также хочу отметить, что у нас, наверное, сегодня доминирует такая связка политологов и социологов, то есть мы в меньшей степени коснемся каких-то сюжетов, которые релевантны для экономистов, антропологов, разного рода людей, которые занимаются этнографией. Вот, мы это все немножко опустим, вот, и сконцентрируемся вот на том, что как бы, интересует нас здесь, как собравшихся людей. В общем, тема, которую мы будем обсуждать, мне кажется, довольно актуальна, как для академического сообщества, так и для журналистского, так и вообще для гражданского общества, которое хочет как-то разобраться с тем, на какие данные можно ориентироваться, чему можно доверять, чему нельзя. И чтобы нам не тратить время, я предлагаю поступить следующим образом. Я уже заранее вам прислал несколько вопросов, сейчас я их озвучу. Озвучу дополнительно здесь. Значит, первый вопрос. Как бы вы оценили качество российских данных в целом, на примере, может быть, тех данных, с которыми вы работали в рамках своих исследований? И если у вас есть опыт, например, сравнения с какими-то другими национальными данными, то тоже было бы интересно узнать, как можно как бы вписать российские данные в более широкую категорию разных национальных данных. Второй вопрос тоже, мне кажется, очень такой важный и актуальный. Каким данным России сейчас можно доверять, с какими оговорками, каким нельзя? Думаю, что это тоже вопрос волнует не только исследователей и журналистов. Вот. И, наконец, третий вопрос. Какие изменения вот в вашей сфере произошли в доступности данных, в сложности их, может быть, генерации. И здесь, конечно, как бы речь не только про количественные данные, но и про качественные данные тоже. Вот, я предлагаю вам всем просто для начала, может быть, выступить с такими небольшими монологами, здесь как бы на ваше усмотрение, там 10-15 минут, как вы посчитаете нужным. Вот, а затем мы уже перейдем в такой режим более неформального диалога. И давайте, может быть, Виктория, может быть, я начну с тебя. Вот, я помню, у тебя был достаточно пессимистичный взгляд на то, что происходит с российскими данными. У Арнольда он, наоборот, такой, может быть, более позитивный, что все как бы не так плохо, и по сравнению с многими авторитарными странами, наоборот, там как бы есть много чего, что можно до сих пор исследовать. Ну вот, ну так или иначе, давай, может быть, начнем с тебя. Да, на самом деле я считаю, что все не так уж и плохо. У меня тоже мой довольно оптимистичный взгляд в этом смысле. Я работаю, наверное, важно говорить, с какими данными я работаю. Я работаю с данными по госзакупкам, с данными про компании, разные company registers. Я работаю с немножко с электоральными данными и с какими-то данными, которые связаны с
электоральными данными, типа данных, которые голос собирает. Значит, госзакупки — это, наверное, основной тип данных, с которыми я больше всего сталкивалась в последние несколько лет и за динамикой которых я наблюдала. Поэтому про них мне, наверное, есть больше всего что сказать. Про все остальное чуть в меньшей степени. Значит, вот первый вопрос твой, как бы я оценила качество российских данных в целом, так как я много работаю с нероссийскими данными, то я могу сказать, что данные в России очень хороши и просто замечательны в сравнении с многими другими странами. То есть есть какой-то такой, ну, не знаю, в общем, какой-то такой байс считать, что там вот в Европе такого хорошего качества данные всякие разные. Это на самом деле далеко не так. Ну, потом Европа очень разная, да, есть там румынские данные, болгарские данные, есть данные Великобритании или есть данные Франции. Ну, как бы это, в общем, очень, очень большая вариация между разными странами в качестве данных. Когда я говорю про качество данных, я имею в виду несколько вещей. Первое — это насколько они вообще находятся в открытом доступе, да, то есть насколько у человека есть возможность получить, у исследователя есть возможность получить доступ к этим данным. Из недавнего примера, так как с данными компании я работаю много, и в частности я работаю с данными по конечным бенефициарам компаний, в Европе в прошлом году Европейский суд, собственно, запретил странам публиковать beneficial ownership data registers. Если до этого было очень много усилий приложено к тому, чтобы страны начали публиковать эти данные, там UK была одна из первых стран, которые, в общем, делали это в таком каком-то хорошем, приличном виде, то это все обнулилось, потому что GDPR, и потому что как бы есть большое количество разных типов данных, которым access, которым доступ ограничен из-за того, что они имеют какую-то сенситивную информацию. Да, это вот как бы первый критерий. Второй критерий — это насколько эти данные находятся в машинно обрабатываемом формате. Потому что часто бывает, что данные есть, но это все PDF-ки, которые нужно как-то, в общем, что-то с ними делать, а еще лучше отсканенные PDF-ки, то есть из которых еще и не вытащить никакие данные. Такого тоже навалом очень много. В госзакупках это встречается просто постоянно. И чтобы вот как бы быть там максимально тут честным по отношению к России, в России с этим все относительно хорошо. Вот если мы говорим про данные госзакупок, например, они прям как бы очень, очень, в общем, машинно читаемые. Третий, наверное, критерий — это глубина данных, то есть насколько они много и хорошо всего освещают. В России большое спасибо большому количеству неэтических данных, в смысле тех, которые слиты, большое количество агрегаторов, которые собирают данные из разных кусочков российского интернета и их собирают, да, вот в какой-то базу данных. Вообще глубина данных отличная. То есть про компании те же самые я могу узнать в целом все. Я могу посмотреть, как они связаны друг с другими компаниями, кто их бенефициар, сколько они зарабатывают, какие у них долги, какие у них были проверки. Ну, то есть как бы информация, которая часто в европейских регистрах, просто ее там нету. Опять же, потому что GDPR. Вот, Давай значит, просто расшифруем на всякий случай для тех, кто не в Европе. GDPR – это… это некий свод правил, закон, который регулирует право на персональную информацию. И в Европе он довольно неплохо, как это называется, гармонизирован между странами. В общем, есть большое количество типов информации, которые считаются частной и приватной информацией, поэтому они не могут находиться в открытом доступе. И за GDPR правилами следят реально очень строго. То есть, если
в России за слив данных ты можешь получить там, я не знаю сколько, 10 тысяч рублей штрафа, что-нибудь такое, то в Европе нарушение GDPR правил – это, в общем, довольно такое серьезное нарушение, и поэтому, в общем, все ему следуют. То есть, например, история с финальными бенефициарами компании там долго обсуждалась в суде, после этого было решение суда, страны, которые начали выкладывать эти данные, быстро их всех почистили, потому что как бы это big deal, в общем. Да, тут такого много. Значит, это вот про первый пункт, да, про то, насколько я считаю, что в России хорошие данные. Мне кажется, что в целом хорошие. Но дальше поговорим про то, насколько им можно доверять. Мне кажется, что в целом можно доверять, но есть некоторые оговорки. Важно разобраться внимательно, откуда данные берутся, и проследить все детали, чтобы понимать их ограничения. Приведу пример с данными госзакупок. В целом, данные госзакупок в России, понятно, есть сайт, есть FTP-сервер, с которого можно скачивать эти данные, в общем, в полном объеме. После 2022 года я думала, что как-то очень сильно поменяется эта система, да, они закроют сервер вообще, не дадут его скачивать, но в целом через VPN все скачивается. Проблема в том, что очень многие контракты стали скрываться, и это видно по тому, если мы посмотрим просто на разные типы процедур, которые есть внутри госзакупок, посмотрим, какое количество скачиваемых файлов было каждые полгода, которые мы эти данные скачивали, и мы видим, что хоп, и в одном из типов процедур, допустим, резкое падение. Это может быть связано с тем, что какая-то существенная часть контрактов просто больше не публикуется, например. По разным причинам, могут быть военные контракты, еще что-то, в общем, да, вот что-то с этим связанное. Также, например, там добавились новые папки с новыми регионами в FTP-сервере госзакупок, да, с новоприсоединенными регионами. И там как бы какое-то маленькое, небольшое количество контрактов. Но, правда, последний раз мы их скачивали полгода назад, может, сейчас что-то изменилось. Вот, тоже я не до конца уверена, что это все контракты, которые прошли через эти регионы, да, то есть как бы тут нужно быть с некоторой осторожностью относиться к этим данным, насколько они вот действительно в полной мере все освещают. Данные по компаниям, например, ну тоже я не вижу причин, почему им нельзя доверять, но просто нужно иметь в виду их ограничения. Например, я пользовалась для диссертации данными ФНС открытыми, в которых есть все на свете про компании. Их ограничение заключается в том, что они обновляются довольно нерегулярно, и там нету time series, там нету как бы временных рядов. То есть если я скачала данные за 2021 год, вот у меня будет одна единица времени наблюдения за 2021 год, и вот в этом и есть это ограничение, да. Агрегаторы тоже нужно смотреть. В агрегаторах я обычно слежу за тем, кто создатель и насколько, какими типами данных они пользуются, чтобы эти данные агрегировать. Вот есть, например, такой сайт Data, на котором очень хорошо собираются данные про компании. И я вижу по как бы source, да, по тем сайтам, которые они используют для того, чтобы, в общем, эту информацию агрегировать и потом предоставлять для API, что это все те же ресурсы, которыми бы и я пользовалась, но только я бы это делала там вручную и долго, а у них это уже есть агрегировано, ну здорово, значит, я могу этим пользоваться. Вот, допустим, с госзакупками немножко сложнее, потому что вот есть сайт Clear Spendings, который выкачивает данные ежедневно или еженедельно, ну, довольно регулярно, тоже с сервера, но я несколько раз замечала расхождение в том, что я скачиваю с FTP сервера и то, что лежит там, поэтому тоже я доверяю, но с некоторой осторожностью. Вот. И так можно сказать про все более-менее. Да? То есть важно смотреть, кто собирает данные, откуда они их берут, да, как это агрегирование делается, откуда эти данные появляются, какие у них ограничения с точки зрения времени, глубины данных.
И, собственно, на этом основании можно сделать вывод, насколько им можно доверять и насколько у них много ограничений. А вот еще могу привести пример. Данные доноров партий в России, с которыми тоже много работала для диссертации. Их собирал «Голос» в рамках проекта «Кошельки партий». И тут есть два ограничения. Первый, что чуваки вручную руками из PDF-ок вытаскивали эту информацию, и ее как бы из нее составляли датасет. Да, здесь есть просто простой как бы человеческий фактор, что ты мог где-то что-то пропустить, где-то, может быть, что-то дублируется, надо проверять данные, нету ли там ошибок очевидных, таких вот, да. Второе, что там после 2014 года, после первой волны санкций, российские компании стали прятать свои донаты Единой России в большие фонды. То есть много разных компаний, которые вдруг перестали донатить после 2014 года, возможно, донатят просто в фонд, и мы больше этого не видим в данных. То есть такие вещи надо иметь в виду. Значит, последний вопрос был про изменения в доступности качества российских данных после 2022 года в моей сфере. Я бы сказала, что у меня почти ничего не поменялось, за исключением нескольких вещей. Первое, что, ну, про госзакупки я уже немножко рассказала, да, что мы видим, что какие-то контракты скрываются. Также очень интересно, в 2023 году они решили полностью изменить название всех папок на этом сервере, и это было довольно мучительно их между собой соединять. Предыдущие как бы records с нынешними, но как бы это такая очень майнер техническая деталь. Значит, по поводу... ну и да, что теперь никакие из этих данных невозможно без VPN российского достать. То есть к FTP-серверу я не могу из Европы подключиться. И к сайту госзакупок тоже. Значит, есть данные, которые стали скрываться, но в целом они все еще где-то там, и всегда можно просто написать человеку, который их раньше хранил, и попросить его прислать этот датасет. Я знаю, что у ИНИДа довольно большое количество датасетов скрылось после 2022 года, но тем не менее они все еще там, какие-то лежат в телеграм-канале, какие-то можно запросить и получить к ним доступ, то есть они просто скрыты от публичного доступа для каких-то соображений безопасности, но никто не запрещает ими пользоваться в целом. Вот, это, наверное, таких два основных ограничения, с которыми я столкнулась, а во всем остальном пока что я каких-то больших проблем не вижу. Даже, наверное, стало лучше в каком-то смысле после 2022 года из-за количества сливов данных. Но здесь нужно быть очень тоже осторожными, потому что это не этические данные, их часто нельзя использовать в академических статьях. Но если это нужно для каких-то других целей, для расследований, например, то, пожалуйста, данных теперь завались на каждого человека, на компании, на все что угодно. Ну, тоже, да, к их качеству нужно относиться аккуратно, иметь в виду, что сливы могут быть какие-то частичные, неполноценные, там много всего с ними может быть проблемного, но тем не менее, в общем, данных очень много. Вот, это кратко или не очень кратко, но, в общем, мое впечатление от данных в России сейчас. Да, спасибо. Мне кажется, сейчас выяснится, что у нас на самом деле алармистский заголовок, и нам нужно было наоборот говорить о том, что мы переживаем ренессанс данных. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот вообще вот для, может быть, для дилетантов, данные госзакупок, они для исследователей какой прежде всего интерес представляют? С точки зрения исследований коррупции или, может быть, есть еще какие-то сюжеты? Да, ну, по крайней мере, я этим занимаюсь в основном для исследования коррупции всякой разной, потому что прикол данных госзакупок, что их можно подкрутить к другим данным через ИНН компании, например, и узнать много всего интересного про компании. С кем они работают, как они это делают, как выглядят контракты, да, потому что в госзакупках у нас есть поставщик, да, вот эта вот самая частная компания, есть заказчик, этот заказчик что-то заказывает, и у каждого контракта есть какие-то интересные особенности, какой-то риск потенциальной коррупции, или это просто сигнал, что есть некоторая связь между конкретным поставщиком и некоторыми
некоторыми заказчиками. Вот для диссертации, например, я использовала госзакупки, чтобы посмотреть, как компании, которые донатят Единой России, получают эти госзакупки после того, как они этот донейшн сделали. Это было довольно занимательно. Так мы узнали, что многие компании, которые донатят Единой России, видимо, делают это не совсем из идеологических соображений, а из каких-то других. Вот. Ну да, ну, конечно, можно еще оценивать просто какие-то экономические показатели с помощью данных госзакупок, да, смотреть на то, что происходит с разными секторами, сколько денег в них вливается через госзакупки, как меняется этот тренд со временем, с разными регионами, с разными городами, муниципалитетами, да, тоже смотреть, что там по этим статьям расходов. Вот если будут выполняться данные по новым регионам с госзакупками, я думаю, что там тоже можно будет очень много всего интересного узнать, такого дескриптивного, про то, как Российская Федерация вливает туда деньги и кто работает на этих контрактах. Вот, ну да, как-то так. Мгм. Спасибо, да. Я, наверное, тогда, Арнольд, если ты не против, вот я еще один вопрос тебе вкину. Вот в контексте того, что Вика уже сказала, вот помимо тех вопросов, которые были озвучены в начале, вообще как так вышло, что Россия по меркам автократии и даже по меркам европейских стран так далеко ушла в плане качества данных и так далее? Я знаю, что вы сейчас в том числе работаете над материалом, который пытается осмыслить этот вопрос вообще, зачем это нужно было там, российским властям и так далее. Ну, как так произошло? Есть ли какое-то объяснение? Ну да, мы действительно сейчас, мы его даже уже написали, он, я думаю, скоро выйдет. Как раз это такой репорт про то, что происходит с российскими открытыми данными после начала войны, вот, то есть последние 2,5 года. И ну, ты сказал, что да, у нас оптимистичный посыл. Ну, он на самом деле, как посмотреть, его можно сделать и пессимистичным, но вообще довольно парадоксально, что он получается оптимистичным, потому что мы там большую часть текста рассказываем, как все закрылось, перечисляем. Мы занимаемся мониторингом всех вот кейсов закрытия. У нас есть табличка, куда мы вносим, и там 500 почти датасетов сейчас, 40, кажется, ведомств, 76 датасетов только за этот год, плюс еще разные штуки, которые сложно квалифицировать как датасет, там всякие порталы открытых данных, какие-то формы, которые не относятся к датасетам. То есть, на самом деле, вот этот процесс скрытия, исчезновения с личного доступа данных, он заметно ускорился, конечно, в разы. Он и до этого был. Там всякие эти истории про чаек зашифрованных, обфусцированных в коды, ну, я имею в виду владельцев, я имею в виду генпрокурора и его сыновей, и каких-то других родственников, которых поменяли в реестрах на коды, чтобы нельзя было расследовать их недвижимость и так далее. То есть это процесс шел, но во время, после вторжения он, конечно, эскалировался, и потери довольно существенные. Вот. И есть такие источники, которые сложно как-то восполнить, например, данные о преступности, которые раньше публиковались в разных видах, и Генпрокуратуры был собственный портал Crime.Stat, и у УВД были формы, и сейчас ни того, ни того как бы в каком-то постоянном виде нет. Вот, и очень много, ну, собственно, примеров много, можно долго перечислять. Мы их разделили на 3 категории, точнее, на 3 категории и другое, мне кажется, так. И там примерно по сотне наборов данных в каждой категории. Одна категория — это то, что закрыли из-за санкций или под предлогом санкций, или под предлогом риска санкций. Разные данные чувствительные, связанные с отчетностью российских компаний, российской внешней торговлей, и так далее. Дальше это данные, нет, здесь меньше, это самый маленький кружочек, данные, которые закрыли, самый маленький, самый громкий кружочек, данные, которые закрыли после журналистских расследований. Это обычно это какие-то косвенные показатели, которые как бы сразу не додумались закрыть, а закрыли после того, как журналисты выяснили, что, например, с их помощью можно оценивать там масштаб мобилизации или масштаб потерь,
российских вооруженных сил или что-нибудь еще такое оценивать, что запрещено оценивать. Медиазоны таких было несколько кейсов с данными ФСИН, которые закрыли после этого. У «Новой газеты Европы» был такой кейс, и еще у других изданий тоже было. Ну, непонятно, кто именно спровоцировал. Вот. Третья группа — это, соответственно, то, что закрыли на всякий случай, как бы, это всякие социальные, экономические данные, где мы не видим какой-то прямо прямой связи с войной, например, и не видим каких-то расследований, но вот, например, цены на бензин вызывают беспокойство, поэтому их закрывают с мотивировкой, что ну, типа, чтобы россияне не нервничали и для избежания спекуляций. Вот. Такие кейсы, да, их тоже довольно много. Данные по авиации тоже, видимо, какой-то болезненный вопрос по гражданской авиации, имею в виду. Вот преступность то же самое и так далее. Таких кейсов, когда как бы на всякий случай превентивно закрывают, тоже мы насчитываем довольно много. Это то, что это я решил как бы начать с плохого, раз уж Вик начал с хорошего, чтобы как бы сбалансировать. По поводу того, что ты спросил про то, как так получилось, ну вот мы выделяем там несколько факторов, опираясь на какую-то существующую литературу, почему в России на самом деле то есть мысль в том, что то, что мы сегодня все собрались погоревать по российским данным, говорит о том, что было о чем горевать, что эти данные были и на самом деле есть до сих пор. Вот, и их было действительно много, если после такого довольно масштабного закрытия все еще ими можем пользоваться. И вот мы пытаемся рассуждать о том, почему так вышло. Я думаю, что уже были какие-то работы на эту тему. Вот Иван Бектин, инфокультура много занимается открытостью давно, и у них есть периодизация даже, которую мы берем на 3 периода как бы развития открытости в России, там, с нулевых до 2012, с 12 по 17, и с 18 по сейчас. Ну и, соответственно, пик — это где-то вот 12-18, когда большая часть инициатив достигли своего какого-то апогея, там портал открытых данных появился, открытое правительство и так далее. Возвращаясь к тому, почему это стало появляться, ну, если в общих чертах мы выделяем такие как бы две внешние, две внутренние причины. Внешне это международная потребность международной легитимности, интеграции в международные процессы и организации. Тогда это еще было востребовано, и были разные инициативы, там, типа G8 и клуб при G8, клуб что-то вроде открытых правительств и так далее, и какие-то схожие вещи, там, условно, для присоединения к ОЭСР тоже нужны какие-то, ну, соответствовать каким-то требованиям, и в этого были свои резоны. Второй внешний фактор — это экономически, возможно, он самый важный для повышения там, рейтингов место России в рейтингах разных международных, типа Doing Business и так далее. Важно показывать, что открытые данные есть, что они, ну, рынки работают. Это часть инфраструктуры рыночной экономики, поэтому Россия хотела, чтобы в нее приходили международные инвесторы. Они приходили, инвесторам хотелось видеть, что есть открытые данные, вот разные финансовые, госзакупки, какие-нибудь там валютные данные, торговые данные, даже те же самые реестры собственности, налоговые данные и так далее. Вот это все открывалось по причине, в том числе по причине привлечения международных инвесторов. Сейчас оба фактора, как мы понимаем, не очень релевантны. Вот. А другие два, они скорее такие более внутренние — это повышение качества госуправления и стремление к какой-то прозрачности, которая, насколько я понимаю, есть даже в авторитарных режимах, насколько мы видим. Вот. И российское правительство тоже стремилось и стремится, я думаю, до сих пор к такой какой-то эффективности, какой-то прозрачности, к тому, чтобы вот не слишком сильно деградировало госуправление, чтобы это не вызвало какое-то серьезное недовольство. И, наверное, связанный тоже с этим и вытекающий из него фактор про вообще вот эту модель цифрового авторитаризма, который предполагает, что у вас есть велодорожки, госуслуги, но там нет условно свободных выборов. То есть хорошие цифровые сервисы — это тоже что-то, что для России очень характерно, и тоже что-то, что сохраняется даже сегодня, после того, как
вот эти первые две мотивации перестали быть актуальны, вторые две мотивации, они все еще остаются, и за счет этого у нас все еще есть какие-то открытые данные, и мы также говорим про то в этом докладе, который выходит, про то, почему они все еще есть. Во-первых, мы, поскольку собираем вот этот, собственно, мета-датасет из исчезнувших датасетов, мы видим, что пока что нет какого-то продуманного и целенаправленного процесса зачистки, скорее это что-то хаотичное, и там высокий уровень дискреции, потому что некоторые ведомства закрывают. Почему они это закрыли, очень сложно вообще представить. И это не выглядит как будто есть какая-то методичка, хотя вот нам известен кейс, который мы описываем тоже, когда вот от одного из ведомств приходят другие ведомства, как бы указ о проведении ревизии опасности данных, которые у них выложены, и они начинают, эти ведомства, разбираться. Но дальше, как они принимают эти решения, кажется, они это делают довольно рандомно. Вот. Ну и мы это видим, собственно, потому что остается, потому что там, кто-то удаляет супер бесполезные и нечувствительные данные, а кто-то чувствительные оставляет. Вот. Много данных, на самом деле, довольно бесполезных, поэтому их удаление не так страшно. И вот в этом общем подсчете потерь, там где-то, не знаю, пару сотен наборов, это, наверное, технические всякие справочные данные. Некоторые из них удалили, например, после атаки беспилотников на Москву удалили данные с адресами филиалов какой-нибудь там Почты России или еще кого-нибудь, и многие ведомства так поступили, которые вряд ли были до этого востребованы. Вообще наши подсчеты мы посмотрели на портал открытых данных, который был таким флагманом, и мы увидели там, что, по-моему, только 2% датасетов скачивались 100 раз или больше, что, в общем, очень мало. То есть, в принципе, огромное количество открытых данных, конкретно вот на портале открытых данных, они были довольно бесполезны и не очень использовались. Вот, и то, что этих данных много, и они не супер востребованы были, позволяет многим начинать удаление с них, и таким образом это менее болезненно для исследователей. Также мы думаем, что имеет место некая бюрократическая инерция, то, что вот эти процессы, которые были запущены, процессы открытости, они продолжают идти, и мы видим даже, что такие ведомства, как Центральный банк и вот Роструд недавно, они объявляют о запуске новых инициатив открытости, которые явно давно готовились, и они не остановились. Вот, то есть эти процессы идут, и как-то, видимо, будут какое-то время по инерции идти. Возможно, это отчасти связано с тем, что бюрократы, которые за это ответственны, они пытаются защитить свое поле, свою поляну и сохранить ресурс таким образом. Но, возможно, самое важное – это встроенность в разные административные процессы и в рыночные процессы. Некоторые как бы, источники данных очень сложно закрыть без большого ущерба либо для самого государства, либо для рынка, либо для какого-то сегмента. Например, вот мы много работаем мы много работаем с судебными данными, и одна из причин открытости судебных данных, тоже вопиющей открытости российских судебных данных по сравнению с другими странами, я думаю, Митя про это подробнее расскажет, она состоит в том, что существует большая инфраструктура и большой спрос со стороны адвокатского сообщества, многочисленных фирм, которые этими данными пользуются. Если их закрыть, то это будет большой ущерб для вот как бы всей по цепочке, для всей этой экосистемы, соответственно, те, кто им пользуются как журналисты-исследователи, это скорее, это артефакт других процессов, такой непреднамеренный часто. Вот, и да, наверное, последний поинт, который я хотел бы донести, это тоже наше исследование, но оно уже было опубликовано, в отличие от предыдущего. Оно как раз про надежность российских данных и качество и официальных данных, и то, насколько им можно доверять. Но мы его сделали в пилотном режиме, мы взяли всего 30 показателей, но из разных сфер, из просто разных статистических показателей, там от ВВП до миграции, безработицы и там демографических показателей и числа людей с ВИЧ в России и так далее, то есть разных. И составили методологию, которая, как нам кажется, хорошо позволяет
увидеть, если с показателем что-то не так, называем это красные флажки, и там есть разные, ну, эти красные флажки включают в себя, например, какие-то резкие изменения, резкие скачки по регионам или недоступность данных, вот как Вика говорила, из-за VPN, например, или остановку публикации, или, например, проблемы с методологией, то, что она вообще, в принципе, часто меняется, неконсистентна, или она вообще не то показывает, что надо, или проблемы с интерпретацией. Вот есть такой список как бы критериев, на которые мы брали, и у нас получилось, что примерно там поровну разделились показатели на эти группы в зависимости от уровня манипулируемости. И главный вывод, наверное, в том, что желание там кого-то, как правительство что-то приукрасить, то есть причин много, но практически всегда, когда они есть, когда такие искажения влияют на показатели и на их качество, мы почти всегда это можем выявить и, соответственно, рассказать об этом, предупредить. И, собственно, ну, согласен с тезисом о том, что, в общем-то, данные достаточно хорошие, и если в них уметь разбираться, да, если просто соблюдать все как бы правила гигиены при работе с данными. Мгм. А вот когда ты говоришь «мы», ты имеешь в виду, в общем, коллектив журналистов, да, из-за которых удаляют разные данные, которыми мы, как исследователи, могли бы воспользоваться. Правильно? Звучит как будто, да, я должен сказать, что да, именно из-за нас все данные удалили. Ну, я говорю мы, на самом деле, я имею в виду то, что вот все вот эти вот результаты, которые я озвучил, это коллективная была работа, я имею в виду, в первую очередь, коллектив, это несколько команд, с которыми мы работали, я не знаю, я всех называть, но, в общем, это несколько команд, с которыми мы работали над этими проектами, над проектом по мониторингу вообще state of the open data и над проектом по оценке качества статистики и манипулятивности ее, подверженности манипуляциям. Вот. А с другой стороны, ну да, ну, мы часто сталкиваемся с этой дилеммой, что вот если мы, опять же, у нас есть проект скрейпера судебных данных, который мы выложили и который позволяет всем исследователям, и не только журналистам, выкачивать судебные данные себе, ну, как бы локально в каком-то объеме и делать потом какие-то публикации. На этих публикациях очень много независимых медиа всего пишут постоянно, и очень разные медиа, там, и там, не знаю, версткой важные истории, и кто только этим не пользовался. И мы думаем каждый раз, если мы это выложим, какова вероятность того, что вообще там, не знаю, все суды решат закрыть эти данные, и хотим ли мы такую ответственность. Вот, каждый раз мы принимаем это решение, ну, вот, применительно к конкретному случаю, вот, но мне кажется, что позиция, что нужно... Я знаю, что есть позиция, что, значит, не надо публичить данные, если вы хотите, чтобы они сохранились, не надо их как бы давать журналистам, но мне кажется, это странная позиция, немного victim-blaming дает. Вот. Поэтому пока что мы публикуем, но, опять же, стараемся не публиковать там как-то совсем вопиющее все, что есть, а делать это более-менее осторожно. Да, спасибо. На самом деле к нам еще мог присоединиться сегодня Максим Литаврин из Медиазона, но он оказался сегодня востребован. Вот, наверное, я бы передал тогда слово Маргарите Завадской. Маргарита, можете, на самом деле, если хотите, отреагировать на вот, Викторию Арнольда, то, что мы обсуждали, а можете вот просто, наверное, по 3 центральным вопросам, которые были предложены, как вам будет удобнее. Да, большое спасибо за приглашение. Я постараюсь совместить 2 предложенных формата, ответить на вопросы и, может быть, немного как бы вступить в диалог.
Я должна, наверное, важный дисклеймер. Я в основном работаю с опросными данными, то есть это как бы моя основная специализация, и поэтому я могу часами говорить о том, как с ними надо работать, как не надо работать. Наверное, это важная такая история. Все, что касается данных, которые производит российское государство или разные его ведомства, я работаю с ним меньше, ну, поскольку я политолог-специалист по выборам изначально, это моя основная как бы базовая специализация. И я, естественно, довольно неплохо знакома, как и Виктория, наверное, и не, наверное, а точно с тем, как ЦИК публикует эти данные, когда он их не публикует, или когда, например, виснет сайт. Я помню те времена, когда там все было в HTML, и это была большая боль. То есть, если нужно было как-то процесс автоматизировать, то это прямо вот... На это надо было затрачивать очень много ресурсов, и сейчас уже случилось несколько витков эволюции того, как реагировать на разные попытки пресечь доступ к политически сенситивным данным, но при этом государство не может их, там, ЦИК не может их не публиковать, ну, просто в силу каких-то базовых ожиданий, да, наверное, законодательных. Поэтому вот как бы тут уже было несколько много разных придумано обходных путей, как эту проблему решать. Но вот в последнее время, я должна признаться, с этими данными работаю все меньше и меньше. Ну, наверное, это тоже некоторым образом отражает динамику российского политического контекста, соответственно, и как бы наше отношение к данным, их востребованность, собственно, тоже на это как-то реагирует. Наверное, еще один такой опыт, про который я, наверное, могу более содержательно комментировать, это работа с муниципальной статистикой, с базой данных муниципальных образований. Когда-то, вот, наверное, на последнем излете, сейчас вот, такой переброшу, да, пинг-понг к Арнольду, еще когда не иссяк энтузиазм по поводу открытости данных, улучшения административной статистики и так далее. Вот на этом излете с легкой подачей Ивана Бектина, вот мы пытались работать с этими данными, и я должна признаться, что чем больше в эти данные погружалось, тем больше меня накрывало разочарование. Весь этот объем, он с материалов, все свело к тому, что я нашла несколько паттернов, которые указывали просто на то, что это либо систематические ошибки ввода, либо откровенный фальсификат. Фальсификат коррелировал с регионами, все это иногда коррелировало с годом заполнения, потому что большинство муниципальной статистики вводится вручную. И, соответственно, вот это вот с этим всем ковыряться было достаточно печально и неприятно. И поэтому заявленный объем данных, которые могут быть потенциально интересен для аналитиков, не только для ученых, например, там, нас конкретно интересовало качество предоставления публичных благ в разных сферах. Там, не знаю, от ремонта дорог до предоставления, не знаю, там, ветхого жилья и так далее. И надо было признаться, что в конечном итоге все свелось к тому, что я смогла более-менее внятный эконометрический анализ сделать только по нескольким регионам за очень ограниченное количество времени. То есть говорить о какой-то, скажем так, фундированности этого анализа, ну, в общем, не приходится. Поэтому я в большой печали и разочаровании с этими данными рассталась. И практически больше с ними не работаю, и как бы, скажем так, на мои запросы и на те вопросы, на которые я хотела ответить, эти данные ответить не всегда позволяют. В силу просто своего очень плохого качества. Так что вот Сергей, ваш изначальный посыл пожаловаться о том, как все плохо, вот еще до того, как все стало систематически закрываться, просто какие-то вещи, какие-то вот тематики закрывались просто в силу ряда структурных факторов. Повторюсь, ручной ввод данных, это никогда ничем хорошим не заканчивается, и, соответственно, вот это привело просто к огромной потере информации по состоянию дел на уровне муниципалитета в огромном количестве сфер, там, не знаю, от длины трубопровода, количество парикмахерских кресел на душу населения. Там есть совершенно какие-то замечательные показатели, которые совершенно не понимаю, зачем собирались. Но мне кажется, это тоже нам о чем-то говорит. Мы пытались сделать какой-то мета-анализ этих данных, но, повторюсь, из-за того, что качество данных достаточно низкое, их совместимость и как бы compatibility с другими датасетами, это как бы привело к тому, что висит груша, нельзя скушать, и сделать с ней как чемодан без ручки. Да, как бы нести неудобно, бросить жалко. Вот. Но, тем не менее, не думаю, что это совсем как бы бесполезные данные. Я думаю, что все зависит от того, что мы хотим узнать. И я думаю, что в каких-то более специфических ситуациях, наверное, что-то из этого использовать можно. Более того, усилиями разных коллег, с усилием СПУРа и так далее, да, вот в попытках как бы все это систематизировать, привести в человеческий вид и использовать квалифицированную рабочую силу для того, чтобы эти данные сделать
максимально доступными, удобными в использовании. Ну, в общем, тоже принесли свои плоды, поэтому мне было бы интересно узнать, как бы, какова судьба всех этих больших материалов, которые так и остались, я не знаю, насколько они сейчас, повторюсь, востребованы. Третий, наверное, пласт, с которым в последнее время пришлось много работать, это данные по демографии, по иммиграции. Вот, тут я думаю, что часть, наверное, Ника откомментирует, как профильный специалист по миграционным исследованиям. Но главный вопрос, загадка последних там 2,5 лет, сколько же россиян-то выехало все-таки, и сколько из них вернулось. И здесь начинается прямо вот цветение самых разных возможностей, вариантов ответа на этот вопрос. От изучения данных о количестве пересечений границы, Арнольд, я думаю, коллеги об этом знают материал не меньше, чем я, и мы знаем, что эти данные совершенно ненадежные, мало о чем они нам говорят, точнее, не измеряют то, что мы хотим узнать, да. Второй момент, учитывая то, что нам хотелось узнать, сколько людей осело, и сколько людей уехало из приграничных стран, там, из Казахстана, Армении, Грузии и так далее, пришлось поработать с статистикой этих стран. И тут я соглашусь с Викторией и с коллегами, что вообще, да, с качеством данных государственной статистики в России, в общем, несмотря на политический климат и прочие проблемы, и желание скрыть потенциально чувствительную информацию, пускай не систематическими усилиями, но хоть какими-то усилиями, такими вот, да, как бы реактивными, да, получается. Ну, в общем, да, я должна признаться, что, конечно, да, уровень, как бы, это все-таки отражение, да, это называется state capacity, да, вот инфраструктурной вот этой составляющей государства административной его административной ипостаси. Ну, в общем, да, разница это очень чувствительна. У меня было более такое глубокое погружение в армянские административные данные в связи с тем, что мне хотелось оценить, как ведется учет приехавших, сколько уехало, и какова там динамика. И мне цифру сообщили по телефону, то есть по количественно в определенный момент времени. Ну, то есть, когда вот такого рода, вот таким образом вы получаете информацию из надежного источника, но совершенно неверифицируемым образом, это, конечно, сильно затрудняет. То есть вы испытываете некоторое облегчение о том, что вы понимаете, что происходит, но публиковать и как-то серьезно делать какой-то аналитический продукт из этого, ну, особенно академический, это, ну, серьезно. В чем причина? Потому что данные ну, как мне со слов сказали, связаны с военными, да, конфликтами там, на Арцах, Нагорный Карабах, чтобы вот якобы это имеет какое-то отношение к доступу о численности, там, не знаю, контингента. Не знаю, я совершенно не военный специалист, поэтому до сих пор до конца не понимаю, в чем потенциальная чувствительность именно для армянских для армянских властей. Ну и вторая проблема, если вы хотите оценить, кто приехал в ту или иную страну, вам нужно знать какие-то базовые параметры, там соцдем и какие-то другие очень простые показатели. И выяснилось, что во многих странах они тоже недоступны. То есть для того, чтобы провести, например, репрезентативный опрос, даже если вы хотите опросить всего 600 человек, там совсем маленькая выборка, сделать ее качественной, случайной настолько, насколько это возможно, выясняется, что у вас нет доступа просто к базовому соцдему. И на этом у вас ломается, в принципе, все, как бы весь дизайн. Сегодня я была на мероприятии у коллег из ЦОЙС в Берлине, и они вот выкручивались как могли для того, чтобы проводить такие исследования. Поэтому стратегию, которую предпринимает вот там команда, там несколько команд, с которой вот я и Ника в том числе работаем, и наши многие другие коллеги, это, в общем-то, начать со стран, у которых изначально государственная статистика очень хорошая. Например, Германия или Финляндия. Потому что Финляндия, например, если брать вот финскую статистику государственную за бейслайн или за то, с чем можно сравнивать российскую, ну, здесь просто как бы это рай. Здесь, я бы даже сказал, здесь это просто... Здесь нечего искать, здесь все есть. Здесь есть данные регистра национального. То есть это даже не выборка, вы можете проводить, например, опросы или собирать какую-то информацию просто по генеральной совокупности. Это мечта. Другой вопрос, что доступ к такого рода данным исследований, он сильно зарегламентирован. То есть для того, чтобы начать с этим работать, вам нужно вести очень много переговоров, получить очень много там каких-то бумаг и доступов. Но это возможно, и, в принципе, это не то, чтобы прям совсем засекречено. Хотя есть некоторые моменты, например, там, знание родного языка, еще что-то, которые государство стремится тоже, ну, каким-то образом прикрыть или может иметь дискрецию их не предоставить по запросу. Вот, ну, то есть как бы такая оборотная сторона максимально удобных в использовании данных, но государственные службы, ведомства их доступ к этим данным регулируют, но при этом есть более-менее четкая и прозрачная процедура, как с этими данными работать.
Вот, наверное, такой вот еще опыт. И я даже не знаю, Сергей, насколько это интересно, я могу, наверное, побольше поговорить про опросы. Самые разные. Да, давайте. Единственное, я бы задал вам один уточняющий вопрос про региональное неравенство в качестве данных. Вот вы упомянули, что как будто бы оно было в вашем случае. Вообще, насколько это частая история, что есть одни регионы, которые предоставляют высокое качество данных, а есть те, которые низкое. Вот, может быть, в вашей работе. Я последний раз делала попытки вот посмотреть и посравнивать это все более-менее систематическим образом в году в 2019, а вот уже после пандемии, особенно после начала других драматических событий, ну, скажем так, интерес к этим данным мне сильно поиссяк. Но да, разумеется, там по федеральным округам очень большая вариация. То есть вариативность, все, что собирается, грубо говоря, на Северном Кавказе, там практически все фальсификат. Ну так вот, если совсем грубо говорить. Данные, связанные с финансовыми показателями, там есть нереалистичные единицы измерения, то есть там вместо кубометров, там, не знаю, по количеству цифр после запятой понятно, что просто эта метрика не имеет никакого отношения к реальности, то есть таких вещей просто не бывает. Там куболит, не знаю, там куболитром что-то совершенно невозможное. И поэтому эти республики я просто исключала из анализа. Там нечего ловить. И кажется, что отсутствие данных, миссинги, они просто систематически коррелируют с регионами. И более того, я делала несколько там, попыток мета-анализа, то есть доступность данных, каков процент покрытия по тем или иным показателям, от чего это может зависеть. Миссинги зависят от региона. Более того, там есть была некоторая зависимость по годам, но она такая более мутная, потому что, видимо, лаг для разных показателей, видимо, разный. Тут, наверное, Митя лучше знает Серебренников, который, как бы, если вы работали с этими данными. Мне память подсказывает, что, возможно, это так. Ну вот как бы это все навело на размышление о том, что, видимо, это коррелирует с большой экономической региональным неравенством, и б, просто с уровнем компетенции и контроля, ну вот просто вот такая вот в региональном разнообразии. И с этим работать, конечно, очень тяжело. То есть надо просто вводить контрольные переменные в любом вашем анализе просто на качество управления или на качество сбора статистики. То есть это, конечно, для того, чтобы сдать какой-то маломальски приличный отчет, ну, слишком много вам нужно сделать оговорок для того, чтобы ваши результаты поверили. Вот так вот я скажу. Поэтому, вот, может, коллеги не согласятся. Это вот такой вот мой, как бы, первая попытка поработать с этими данными, и вот причина, почему эти данные меня напугали. Да, спасибо большое. А вот давайте тогда про, может быть, опросные данные поговорим, потому что тоже волнующий всех сюжет. Мне кажется, в каком-то стриме вы говорили, что вообще организации, которые сейчас делают опросы, подыгрывают пропаганде. Да, спасибо, что сказали об этом. Я каждый раз пытаюсь наступить себе на язык. Это мантра не только моя, но еще моего дорогого коллеги Максима Алюкова, который, мне кажется, сформулировал эту проблему гораздо более внятным образом. Он это называет weaponization, да, по-английски, видимо, как это оружиизация, что ли, да, опросов. И это связано даже не с тем, что опросы, проводимые в авторитарной стране в условиях жесткой военной цензуры, вообще, ну, мероприятия весьма сомнительные, как и с этической точки зрения, так и соображений фальсификации предпочтений и многих-многих других вещей. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда мы начинаем тиражировать эти 80%, то мы вкладываемся в те дискурсы, которые сами по себе могут наносить вторичный урон, собственно, тем, кто является жертвами происходящего, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. То есть, иными словами, где-то используются опросные данные как просто фактически такое квазиюридическое обоснование коллективной ответственности, вины, чего угодно, выберите, что вам нравится. И мне кажется, это некорректное использование. Да, опросные данные не являются юридическим фактом. Они не устанавливают вину, они не устанавливают ответственность, и более того, они еще ничего не предсказывают. Еще там со времен Гэллопа стало понятно, что да, Чикагская школа 20-30-е годы опросы не предсказывают ничего. Они не предсказывают электоральные результаты, даже в демократиях. Вот были недавно выборы в Европарламент, и я внимательно следила за очень качественными опросами, их очень много в Финляндии и в ряде других, и в Германии стран. Они не предсказали успех левых, например, в Финляндии. Хотя эти опросы проходили с некоторой регулярностью, и у них просто это маленькая страна, здесь очень легко рекрутировать выборки, все максимально прозрачно.
И это не предсказывает ничего. А когда мы говорим об огромной стране, типовая выборка амнибусов левадовских, там 1500 респондентов, это не проблема сама по себе, то есть так можно работать. Но проблема заключается в том, что сам опрос – это скорее то, что фиксирует инерцию, они очень инертные. А вот предсказывать условно черных лебедей или какие-то нежданчики опросы не умеет. То есть это просто инструмент, который под это не заточен в принципе и вообще. И когда журналисты или исследователи начинают аналитики использовать, фреймировать опросные данные в этом ключе, возникает большая проблема, что ну, как бы, они не для этого существуют, эти опросные данные, и в итоге урона наносится гораздо больше. Поэтому с самого начала по масштабному вторжению я просто всегда говорил, только для профессионального использования. Если вы до конца не понимаете эти ограничения, просто не трогайте эти данные, даже если вы действуете из наилучших побуждений. Вы наносите больше ущерба, причем наносите ущерба тем людям, скорее всего, от лица которых вы вещаете. Вот просто оставьте эти данные, не трогайте. Я, если могу добавить еще интересную такую виньетку про сбор данных и про качество их именно вот в вопросной индустрии. У нас есть Левада-центр, которому доверяют все, вот как мы с вами, да, так и вот наши зарубежные коллеги, многие аналитики. Понятно, я сейчас не затрагиваю в ЦИОМ, ФОМ, это как бы то, что за гранью добра и зла для нас, там мы не знаем, что там происходит. На самом деле, хотя поговаривают, что там все у них чисто, но вот у меня уже давно утрачена связь с коллегами, кто непосредственно занимается полем. Если, когда Левада публикует свои отчеты, они получают одни цифры. Если мы, коллеги, включая нас самих, заказывая им опрос, задаем вопросы с немного в другой формулировке, используя тех же полевиков, мы получаем другие цифры, даже если мы проводим опрос более-менее в одно и то же время. У меня к Леваде есть некоторые, ну, я не хочу говорить слово претензии, я глубоко уважаю их труд, и мне кажется, они действуют в ситуации максимального прессинга, но мне кажется, это то, что нам нужно обсуждать. То есть как так? Один подрядчик, а мы получаем разные результаты за один месяц. Да, это интересно. И еще на самом деле любопытно, что опросные данные, в общем, преобладают среди всех других данных, которые используются в зарубежных исследованиях про Россию, что тоже как бы говорит нам о том, что эти данные так или иначе довольно влиятельны не только в нашей стране, но и как бы для тех, кто ее изучает. Наверное, я бы тогда передал слово Нике Костенко, тем более, что уже прозвучал пас в вашу сторону, Ника. Да, спасибо. Коллеги, всех очень рада видеть. Ну, смотрите, отвечая на некоторый такой этот вызов, который изначально дал Сергей, мне кажется, что я, честно говоря, думала, что будет хуже. Вот у меня есть ощущение, что вообще не так все плохо. Многие сайты даже остались открыты. Ну, то есть понятно, что у нас есть кое-что, что закрылось совсем. Закрылось Росимущество, там частично закрылся Росреестр. Ну, в общем, на самом деле не так мало чего. И понятно, что там пара десятков, насколько я понимаю, закрылось буквально с начала войны. Но, в принципе, опять же, вот Арнольд это знает лучше, но у меня есть ощущение, что действительно инерция довольно велика, и действительно очень много чего есть. Кроме того, я, в общем, хочу напомнить, что все-таки есть бэкап. Много людей работало довольно давно, ожидая, что вообще все исчезнет. Да, команда Бехтина создавала архивные копии, продолжает их создавать буквально по любому более-менее достойному поводу. Вот сейчас, когда закрывается эта энциклопедия, которую, значит, хотели создать такой этот большой проект большой российской энциклопедии, да, ну, то есть, когда было сообщено, что вот, значит, закрываем, команда Бехтина сразу, значит, создает архив. И, в общем, так было последние 10 лет. То есть мне кажется, что они начали создавать архивы где-то с 2014 года, так массово. Иногда это приходится делать в каком-то ужасно пожарном режиме, но тем не менее это все есть. Да? Все-таки у нас есть довольно большой архив Рунета. У нас есть, в общем-то, архив прессы Рунета, в том числе независимой. И у нас остается все-таки связь России с глобальным интернетом. Да, понятно, что все стало сложнее, кое-где VPN, кое-где там всякие там капчи и все такое прочее. Но, в принципе, мы еще очень много чего можем соскрепить, мы много чего можем скачать. Кроме того, мне кажется, что тут аналитики
все-таки быстрее, чем люди, которые эти данные создают. В смысле, аналитики быстрее учатся и быстрее понимают, где можно как-то остроумно придумать, чтобы как-то что-то совместить. Что я имею в виду? Ну, на самом деле, большей частью я с открытыми данными имела дело, когда мы в Пандане придумали, Пандан — это такой проект Европейского университета, где мы занимались работой с данными в социальных и гуманитарных науках. И там у нас было довольно много проектов, связанных с открытыми данными. В частности, в какой-то момент мы делали такой проект по безопасной дороге, где, ну, в общем, мы показали просто по этим госзакупкам, что все, что делается для якобы безопасности дорог, делается совершенно не для безопасности дорог, и все эти как бы ремонты, они не связаны ни с какой безопасностью, и даже KPI такого нет. И надо сказать, что автодорожники очень удивились, что, используя вот эти данные закупок, можно не коррупцию их разоблачать, чего они, конечно, ожидают, а думать про то, насколько эффективна их работа, насколько вообще то, что они делают, это какая-то разумная деятельность или это просто там распил или ну, какое-то случайное расходование средств. Вот. И когда вот это к тому, что говорил Арнольд про victim blaming, да? Про то, что часто аналитиков и журналистов обвиняют, что вот вы, ребята, полезли, а теперь у нас тут все закрыли, но в каком смысле, ну, неплохо бы вообще-то и больше куда залезть, просто у нас на самом деле ресурсов не хватает. То есть если бы в России было больше аналитиков данных, вообще-то говоря, больше бы куда залезли, ну хорошо, может быть, больше чего и закрыли бы, но тем не менее все-таки мы бы больше знали. На самом деле мы же располагаем не таким большим количеством людей, которые умеют это делать, не таким большим количеством команд, которые могут это делать. Да? И, честно говоря, мне кажется, что все эти команды так ну, стараются делать свои лучшие журналистские, исследовательские, да, но вообще-то говоря, данных намного больше, чем мы пока можем обработать. Вот. А что касается, ну, да, и понятно, что статистика закрывается давно. Да, но вообще-то говоря, не то чтобы это было для нас каким-то, для всех большим очень сюрпризом, что вот это начало закрываться. Да знали мы, что это будет закрываться. Более того, есть люди в индустрии, ну, и в индустрии, и в академии, которые просто как только появлялся какой-то новый архив, тут же его архивировали. То есть первым делом, в первые сутки, потому что иногда так бывает, что данные вообще выкладываются случайно, да, а потом они куда-то исчезают. Есть люди, у которых это уже есть. И, кстати, мне кажется, что надо вот об этом думать, о том, как этих людей, ну, помимо Бектина, которого там все знают, да, помимо Арнольда и важного проекта, если быть точным, мне кажется, что, вообще-то говоря, есть еще точки сборки и точки вот этого хранения. Ну, то есть мы примерно это не можем остановить, но мы можем, ну, в смысле, это закрытие, оно будет происходить, да, очевидным образом. Но то, как сообщество может этому противостоять, оно может этому противостоять с помощью того, что уже было собрано, систематизации того, что было собрано, потому что собрано очень много. И, ну, просто обучение аналитиков, чтобы с этим, тем, что есть, что-то сделать, да, и там сохранением того, что еще осталось. Вот. Ну, а что касается того, что Рита говорит про опросы, ну, удивительным образом люди продолжают что-то делать, да, опять же, тоже вопрос про то, насколько это там безопасно, небезопасно, да, я уже, честно говоря, считаю, что вот опрашивать, например, людей на улице в России там под камеру уже просто нельзя после того, как там человека арестовали, да, после того, как он дал какому-то, не помню, кому-то там с иностранных агентов интервью на Да, улице. только некая маленькая поправка, извини, вклинюсь. Это Да. журналисты Радио Свобода, по-моему. Это Да, ну это свобода была, да. Я понимаю, да, я не хотела, да, говорить. Именно, ну понятно, ну хорошо, все понятно, да. Но в смысле я имею в виду, что те люди, которые проводят опрос, тоже не знают, не станут ли они завтра нежелательными или там иностранными агентами. И поскольку мы знаем, что такого рода вещи умеют быть релевантными задним числом, да, то это все, конечно, очень сложный этический выбор для исследователей продолжать проводить такого рода исследования в России. Но мы знаем, что есть Russian Field, да, который продолжает делать опросы, и которым, ну вот, у меня довольно много доверия, при том, что, ну, как бы надо уметь читать эти опросы, и хотелось бы, чтобы больше людей, конечно, понимало, что там происходит с миссингами, и чтобы ребята там
четче говорили о том, что, как бы, что у них там происходит с отказами и все такое прочее. Ну, то есть понятно, что у нас есть довольно сильное давление и на исследователей, и на респондентов, и все это. Тем не менее, кое-что мы можем. Все-таки есть опросные эксперименты, да, и какие-то очень сенситивные вещи мы можем увидеть с помощью опросных экспериментов. Мы можем увидеть эти техники как списочные, да, когда мы там просим выбрать что-то одно, что вы там никогда не делали из вещей. Ну, вот какие-то вот эти штуки, да, это не то, чтобы там супер много, но все-таки кое-что мы можем. И все-таки у нас есть длинные временные ряды по многим амнибусам, которые тоже нам кое-что дают. В общем, короче, у меня нету особенного такого пессимизма, может быть, потому что я ожидала худшего. Но у меня есть ощущение, что исследователи могут сделать больше именно в смысле коллаборации, именно в смысле поддержки инфраструктуры, именно в смысле совместной работы и тренировки новых аналитиков на том, что, в принципе, уже есть, потому что на самом деле, вот как верно заметил Арнольд, да, то есть что много датасетов, которые там скачивали там, меньше 100 раз, меньше 10 раз, очень, может быть, даже толковых, просто людей нет, которые бы это анализировали. И вот про это, может быть, тоже стоит думать. Спасибо. Спасибо вам. Слушайте, а вот я все-таки не понял, то есть мы доверяем опросам или доверяем только Russian Field? И вообще, почему мы им должны доверять? Нет, значит, ну, во-первых, опросов осталось мало. Значит, ушли большие международные опросы. Мы должны понимать, что все там EVS, ESS, World Value Survey, все это ушло. Значит, соответственно, наши последние международные данные про Россию – это 2020 год. 2019, извините, Россия собиралась в 2019 году, последний раз по всем международным опросам. Это Ну, в значит, общем, что это... 17. Это значит, что ВВС до войны это все 17. закончилось? Что, извините, Сереж? Извините, это значит, что до войны все это закончилось? Да, это все до войны, до ковида. То есть это наши последние точки, которые будут, как вот, знаете, в советской статистике был 19-й год, царский последний, значит, довоенный, с которым все сравнивают. Вот у нас тоже последние данные, вот такие реально международные сравнимые, которые там самое, ну вот, конечно, это, да, на самом деле это права. Они опубликовались в 2020, а поле это там сделано чуть ли не в 2018 году. Вот, и получается, что вот с этой точки начиная, дальше у нас, ну вот, например, по ценностям, да, которые там, поскольку вот я там долгое время занималась ценностями, всякими гендерными установками, это, ну, в общем, с тех пор мы ничего не знаем, если честно. Потому что там произошло на фоне вот этого консервативного поворота и новой чувствительности к, значит, ЛГБТ и всему прочему, и вот этой истерики в масс-медиа, на эту тему мы не понимаем. Ну и такого рода провалов в опросных исследованиях много, потому что Россия на самом деле принимала участие в большом количестве международных проектов. К сожалению, вот этот кусок утерян. Да? Ну, то есть пока это кажется еще не очень существенно. То есть понятно, что мы точно пропустим одну волну, даже две уже волны по ESS, по European Social Survey, точно пропустим ближайшую по EVS, и точно пропустим World. На самом деле пропуск одной волны даже может быть не так критичен, но то, что у нас не остается релевантно, ну, как бы, с точки зрения временных рядов, это даже не очень такая большая потеря, но то, что мы не понимаем динамику на фоне происходящих событий по многим ценностям, и у нас нету бенчмарка, да, у нас нету, как бы, потому что, ну, это был довольно частый ход, мы сравнивали то, что спрашивают российские опросы с тем, что мы видим по международным метрикам. А теперь у нас нет этого бенчмарка, это на самом деле такая большая проблема. Ну, и кроме того, провал этой самой провал переписи последний, там теперь вообще очень мешает тем людям, которые строят выборки. Да, это все мы уже плохо понимаем, что у нас за генеральная совокупность. Кажется, что это только демографов касается. На самом деле всех людей, которые строят выборки, это тоже касается напрямую. То, что у нас на самом деле нет последней переписи. Мы все должны аппроксимировать с переписи 2010 года. Потому что последняя это сфальсифицировано.
Спасибо. На самом деле очень много вопросов все еще, но я бы тогда, наверное, сейчас передал слово Дмитрию Серебренникову, поскольку вот мы только-только подошли к нашему последнему спикеру, всем есть что сказать. И, в общем, Митя. Да, да, спасибо большое за приглашение. И вот я тут сейчас чувствую вот этот момент, мы обсуждали его в начале, про то, что вот собрались люди со схожими взглядами, да, то есть которые давно не видели друг друга. У меня мысленно был списочек как бы вещей, которые я хотел сказать, я постепенно их вычеркивал последний час, и Ник его добила, потому что последний какой-то большой тейк, который мне казался важным, это про то, что за предыдущее время накоплено такое количество данных, которые пока еще невозможно проживать. Да, то есть и благодаря куче гражданских инициатив, ну, инициатив гражданского общества, у нас есть доступ к этим данным, да, то есть, но не буду повторяться, да, давайте я просто проговорю, наверное, какие-то, наверное, больше комментарии к тому, что звучало раньше. Мне кажется, по поводу общего вопроса, как вы оцениваете данные, что есть достаточно простой критерий. Если данные, которые были доступны, являлись цифровым следом, или являются цифровым следом, они будут хорошие, им скорее можно доверять с кучей оговорок в понимании того, как этот цифровой след получался. Тогда, когда это БДМО, это данные статистики, которые сообщаются кем-то, да, то есть и вместе с этим проходят административную цензуру, у нас появляются некоторые сомнения, безусловно, да, то есть огромное спасибо коллегам из СПУРа, которые отчаянно боролись с тем, чтобы это исправить, и, в общем, даже как будто бы достигли большого успеха, но это относится далеко за пределы БДМО, и вот на самом деле этот принцип как будто бы не исчез до сих пор, да, то есть когда мы видим какие-то цифры, которые сообщены кем-то, они вызывают сомнения, скорее всего, а тогда, когда вот те же самые упоминавшиеся, да, то есть новые данные от Центрального банка и там, некоторое количество да, то есть, новых датасетов, которые являются скорее как бы следствием просто работы государственной машины, да, то есть просто представлены в публичном доступе, здесь все хорошо и замечательно. И тут как бы мы подходим к другому вопросу, который, мне кажется, опять же, да, то есть немножко подвисал во время дискуссии, так а все-таки хорошо или плохо. Потому что, с одной стороны, как бы все говорят хорошо, но вот закрывают. Хорошо, но закрывают. И мне кажется, ответ такой, то, что у нас у всех коллективный байс, потому что закрывают из того, что говорил Арнольд, да, то есть данные, которые являются в некотором смысле чувствительными, но, возможно, даже чувствительными не для социальных ученых, а в первую очередь для, наверное, экономистов, да, то есть или людей, которые работают с более жесткими какими-то показателями и, возможно, в некоторой извращенной гипотетической государственной логике, да, то есть которые могут понять что-то более как бы такое жесткое про государство, да, Росреестр, да, то есть какие-то такие базы. И может быть вот там мяч Арнольду, может быть в том, что ты с коллегами видел, может быть, есть какая-то вот эта логика, да, то есть про чувствительность, как то, за что могут спросить сверху, а сверху мыслят скорее экономической логикой. Вот, это один момент. С другой стороны, вот просто там иллюстративный пример про то, что и раньше большое количество статистики было далеко не прекрасным, поскольку уже упоминавшийся сегодня CrimeStat, да, то есть о котором много горюют, о том, что у нас исчезли по факту, да, то есть актуальные данные в криминальной статистике, исчезли CrimeStat, исчезли формы публикации отчетностей глав отделов МВД, но проблема в том, что, например, у нас в ВПП был проект с попыткой как-то оцифровать силами большого количества стажеров отчеты глав отделов внутренних дел районных. Они как бы каждые полгода, ну там на самом деле это отличается, то есть где-то публикуют за квартал, где-то за полгода, где-то за год, должны были перед депутатами представлять отчет с актуальными криминальными показателями. И мы поняли, что по итогам достаточно большой работы, что с этими данными просто невозможно работать, это как бы стал такой мертвый проект. То же самое в некотором смысле относится на самом деле к CrimeStat, который скорее показывал нам
судя по всему, да, то есть вот тут я и со своими коллегами, наверное, по ИПП могу поспорить, но мне кажется, он в значительной степени, да, показывал какие-то обобщенные показатели, но из-за слишком большой генерации статистики, из-за слишком большого веса административного прессинга, скорее он показывал внутреннюю политику тот или иной год, как бы по критериям отчетности МВД. То есть вот так, например, моя коллега Екатерина Хаджаева в одной из последних статей показывала, как растет в статистике удаленное мошенничество, то есть мошенничество по телефону в последние годы, с одной стороны, да, то есть такими догоняющими темпами то, что мы видим по опросам, и, как бы непропорционально догоняющими. То есть, оно растет, они как бы не могут это не фиксировать, но оно растет слишком маленькими темпами. С другой стороны, вот как бы на момент закрытия Краймстата, вот скажите мне, какая была народная статья в России, да, за которую было больше всего уголовных дел. Это не 228, это она перестала таковой быть в 2021 году, если не ошибаюсь, а это вождение, многократное нарушение правил дорожного движения. Там многократно серьезным, 2, 6, я не буду как бы точно заявлять, в смысле точно говорить, но, в общем, статья за многократное нарушение правил дорожного движения. Почему вот мои коллеги интерпретируют это с позиции того, что просто у нас меняется административная логика, это достаточно удобно для исправления перекоса того, что в общей массе преступность падает, ее нужно чем-то восполнять, вот начинают восполнять этим. И в результате к чему я? Потому что вот та история про Краймстат, про то, что очень грустно, что мы его потеряли, но на самом деле за Краймстатом мы видим это. Это само по себе любопытно, это само по себе интересно, но вообще-то это далеко не те вопросы, которые люди обычно ставят к этим данным. Да, то есть, и это про какое-то там критическое отношение и к тому массиву, который у нас уже сейчас накоплен. Последние два момента, которые я хотел сказать. Одно про то, что у меня есть некоторый личный байс в восприятии данных, потому что я по большей части проектов работаю с пространственными данными. И в этом смысле я не вижу каких-то значительных изменений, более того, я вообще не вижу никаких изменений, за исключением некоторых баек, которые я читаю условно на форумах людей, которые занимаются геопространственным анализом, про то, что данные, которые можно получить теперь от сотовых операторов или от данных навигаторов, например, или еще чего-то, они сильно сбоят в городе, потому что система ПВО. Да, то есть данные геопространственные, которые завязаны на какую-то информацию с телефонов, начинают сейчас сильно сбоить. Да? То есть это немножко рушит экономику данных в одном из секторов работы с этим. Да? Но по большому счету то, что нам может быть интересно как аналитикам со стороны, какой-то бейслайн, но он остается стабильным. И последний такой отдельный тейк, который на самом деле мало задевался, про качественные данные, да, и про то, что на примере коллег из центра, которые занимаются сензитивными полями, социологией права, да, то есть в этом году у нас начался новый большой эмпирический проект, и даже у меня еще с другим коллегой еще один эмпирический проект по сбору большого количества качественных данных этнографии, связанные, собственно, с правоохранительной системой, связанные с правоохранительной системой. Каким образом? Таким, что да, какое-то количество важных для нас полей закрываются, но в оставшихся пустотах иногда можно найти очень интересные точки, в которые можно влезть и сделать там отличную работу. И как будто бы этот процесс, эти возможности, они сохранятся и дальше. И в этом смысле, то есть мой ответ на базовые вопросы о том, что и изначально с данными были проблемы, мы видим сейчас просто продолжающуюся инерцию при некотором закрытии данных, которые для нас здесь присутствующих пока не критичны и, возможно, долгое время еще и не будут становиться критичными.
Вот, и на этом моменте, наверное, у меня все. Я могу рассказать много о данных Республики Казахстан, с которыми я работаю сейчас, намного больше, чем с российскими. Вот, но я думаю, что это выходит за пределы этой дискуссии. А может быть, ты мог бы сравнить их, потому что вот мы обсуждали, что очень хороший уровень там, открытости судебных данных в России, вообще там данные, связанные с криминалом, да, и вот, во-первых, может быть, твоя оценка какая-то, как эксперта, и, может быть, если у тебя есть такой опыт ну, с казахстанскими данными, то было бы интересно, конечно, послушать, что ты видел, сравнивая эти данные. Самое любопытное в казахстанских данных – это это вопрос того, кто является самым активным агентом открытости в Казахстане. Это Генпрокуратура. Потому что данные, которые стабильно открывает, продолжает открывать и вообще заботится о том, чтобы они были и добавлять к ним что-то новое, это Генпрокуратура, чего мы на самом деле не видим здесь, по большому счету, больше нигде. Интересно, то есть у нас как бы либералы были главными агентами открытости, а Да, тут... да, буквально так. То есть, на мой взгляд, ну, изначально там как бы вещь, которая там определила то, что я сейчас занимаюсь Казахстаном, она началась еще до 22 года, когда я обнаружил вот эту историю про то, что Генпрокуратура Казахстана активно выкладывает большого количества абсолютно уникальных данных. И, на мой скромный взгляд, данные о пространственном распределении преступности в Казахстане, возможно, одни из лучших в мире. И это любопытно. Но помимо вот этого, скорее, анекдота, здесь, как бы говоря в какой-то общей картине, я бы хотел сказать о том, что Казахстан в последние годы активно вкладывается в цифровизацию, они сейчас там, у них там окно возможностей, они стараются, там, ну, они проводят достаточно большое количество структурных реформ, многие из них завязаны на цифру. И в результате они очень гордятся тем, что они достигают больших успехов в этом, они достаточно высоко находятся в рейтингах цифровизации. И сейчас наступает такой момент, когда все или большая часть цифровых сервисов запущена, и она работает очень хорошо, она собирает большое количество данных. Но при этом культуры работы с этими данными, да, то есть культуры того, что, а зачем они вообще нужны, зачем мы их собираем, этого нету, и это как бы вопрос того, решится ли эта проблема, возникнут ли аналитики и понимание внутри госоргана о том, что с этими данными нужно работать и какую часть их нужно открывать, он, на мой взгляд, является ключевым в как бы, вопросе того, станет ли в будущем Казахстан, ну, то есть получит ли в будущем Казахстан такую же степень открытости, которую вот мы видим на российских данных, российских различных системах, и вот так или иначе делаем ей периодически дифирамбы последние 1,5 часа. Мы сейчас с коллегами, собственно, закончили и будем скоро презентовать отчет с оценкой политики открытых данных в Казахстане, да, где мы, в общем, показываем, что какие проблемы есть с местным сайтом открытых данных, вообще с нормативкой, с тем, как по государственным органам это распределено. Ну, например, что там среди государственных органов, связанных с социальной сферой, почти нету ничего связанного с открытыми данными, но при этом, да, то есть при большом желании, поскольку сфера не устоялась ни в нормативном плане, ни в практическом, при большом желании, при наличии минимального количества связей, вы так или иначе сможете вытащить большую часть данных, которые вы только сможете захотеть. При том, что собирается абсолютно все и везде, цифровизация фантастическая. Вот. И наша ставка в этом смысле с коллегами, да, как раз начать эту дискуссию о необходимости работы с данными, необходимости открытых данных, необходимости широкой дискуссии и большей прозрачности. Поживем, увидим, как это сложится по итогу. Да, спасибо. Очень интересно. У нас получилось довольно много такой сравнительной перспективы сегодня. Я, может быть, снова бы сейчас тогда обратился
к Виктории с новым вопросом, но, возможно, Вика, у тебя будет желание отреагировать то, что вот сказали коллеги. Ну, вопрос такой, да, есть большая предвзятость в отношении российских данных сегодня по понятным причинам. Мы сегодня так представляем более, наверное, оптимистичную картину. Но вот для международных коллег нужно как-то объяснить, что эти данные не нарисованные, и, может быть, есть какие-то вообще практики, связанные с этим объяснением, и может быть, какие-то практики с точки зрения валидации этих данных, да, как бы кросс-валидации, верификации данных. Может быть, ты могла бы несколько слов про это сказать? Ну, я, честно говоря, наверное, не лучший человек для этого, потому что я обычно работаю с организациями, которые по дефолту хотят российские данные, и что означает, что они как бы им доверяют, наверное. Да, то есть много разных организаций, которые заинтересованы, там, не знаю, вот, в общем, во всяких российских данных, связанных с государственными бюджетами, да, вот все, что с этим связано. Тут, ну вот, мне кажется, что Рита про это немножко говорила, про то, что есть разные там статистические способы, как можно посмотреть на просто распределение наблюдений внутри данных и увидеть, что что-то идет не так, да, что какие-то значения просто нереальные, что они очень сильно выбиваются из распределения. Вот, да, здесь какие-то такие базовые тесты, конечно, делаются на любых данных всегда обязательно, но обычно мы просто, не знаю, удаляем все данные, которые выглядят странно, потому что там, данные, с которыми мы работаем, типа госзакупок, это очень много наблюдений, и там всегда, конечно, есть тоже что-то, что идет не так, какие-то ошибки, если ты из этого большого количества наблюдений удаляешь, там, не знаю, даже 0,5%, это не очень большая потеря. Вот, я просто, наверное, скажу одну вещь, которая немножечко, как сказать, не отвечает, но, в общем, это что-то, о чем я подумала в процессе дискуссии, что на самом деле есть одна большая проблема, с которой я сталкиваюсь с данными, это проблема того, что были датасеты, которые были хорошо собраны некоторыми людьми, и больше этих людей нету в России, или они не работают больше в России, чтобы эти данные собирать и чистить. Например, мы уже несколько раз упоминали сегодня ЦПУР, да, было очень много людей, которые сидели своими ручками мучительно чистили эти данные, потому что проблема российских данных в том, что они часто грязные, да, там очень много всего, что нужно чистить, собирать, чтобы это было в удобоваримом формате для исследователей, чтобы они не мучились с этим. И вот там люди, которые это делали, они больше не занимаются этими вещами. И в этом смысле, да, сейчас у нас все еще есть датасеты, например, 2021 года, которые там можно как-то использовать, типа, не знаю, геокод УИКа какого-нибудь. Вот у нас есть, да, эти данные, которые ЦПУР насобирал, начистил, сметчил, это огромная работа. Но как бы с этого 2021 года все, больше эти данные обновляться не будут. И такое есть в некотором количестве. Я вот думаю, что ФНСовские данные, возможно, тоже там с 2021 года какие-то просто больше не будут обновляться. Ну, не знаю, тоже посмотрим, да, то есть это какая-то такая динамика. Вот это проблема, что мы все еще сейчас живем, по крайней мере, я с теми данными, с которыми я работаю, все еще живу в парадигме того, что существует как бы в доступе большое количество хорошо почищенных относительно свежих данных, а как вот оно будет выглядеть через 5 лет, например, я не знаю, возможно, будет совсем другая картина. Спасибо. Арнольд, мне кажется, вот есть у меня, по крайней мере, такое ощущение, что вот в сфере дата-журналистики происходят какие-то любопытные с точки зрения извлечения данных и вообще генерации данных вещи, и как будто бы исследователи вот академические тоже могли бы в этом смысле что-то подчерпнуть у журналистских коллективов. Есть ли уже, не знаю, какие-то подобные успешные взаимодействия и вообще вот, ну, с твоей точки зрения, как совмещающего такую социологическую экспертизу с журналистской, есть ли тут какое-то пространство для диалога интересное?
Да, на самом деле для меня это вообще достаточно условная такая граница, ну, в смысле того, что мы делаем, потому что я имею в виду команды, с которыми я работаю, которые занимаются сбором и сохранением открытых данных. Это какая-то инфраструктурная задача, которая, в общем, неважно, кто будет этими данными пользоваться, и идея во многом родилась из того, что данные, которые мы собирали, которыми мы пользовались, во-первых, образовывался всегда какой-то излишек, вот то, что ты можешь использовать в статье журналистской, даже если она там очень глубокая, там, объемная и так далее, он, скорее всего, ну, особенно если это какой-то массивный датасет, ты можешь собрать весь датасет с небольшими экстра усилиями, при этом использовать его ты точно не сможешь, и при этом ты видишь, что вокруг тебя там 10 как бы других, допустим, дата-отделов, ну, их может быть меньше, но неважно, редакции, которые тоже то, что собирают, и все пишут несчастный там скрипт, который будет собирать одни и те же данные, и на это тратится очень много ресурсов, потому что, ну, между медиа есть какая-то конкуренция, ну, наверное, между академиками, наверное, то же самое есть, но я вот хорошо вижу, как это в медиа работает, у всех есть свой парсер, когда мы, если бы точно выложил свой парсер судебных решений, все такие, ого, ничего себе, можно было, типа, можно было просто выложить, и теперь люди, как бы, ну, те, кому он подходит, пользуются им. Вот, но есть много других похожих решений, где не хватает, об этом тоже говорили коллеги, где не хватает, Ника говорила, какой-то кооперации в плане обмена там кодом и данными, и мы как раз решили, что будем пытаться, ну, как бы будем пытаться по мере сил эту нишу как-то заполнять, но, конечно, нужно, чтобы было больше желающих, вот. А так очень многие данные, да, и, ну, с одной стороны, то, что вот мы в газете мы делали и делаем, некоторые материалы там получают оценку от людей, которые занимаются computational social science, и они говорят, что, ну, есть авторы, которые публиковали такие статьи, как бы дата-журналистские, сейчас они работают над тем, чтобы с них сделать академическую публикацию. То есть, в принципе, это, ну, конечно, не каждой статье можно сказать такое, но это вообще вполне взаимопроникающие области, когда есть речь про данные. Вот, и да, и то же самое с датасетами, которые мы собираем. Ну, вот действительно, еще одно преимущество Спура было, помимо того, что у них была такая миссия и бюджет, и у них были хорошие отношения и даже, можно сказать, политические связи с ведомствами, которые им давали эти данные. Потому что чистить данные, например, мы тоже, ну, мы, в смысле, вот, допустим, если бы точно этим занимается, ну, в микромасштабе по сравнению с Спур, но в целом у нас даже есть вот, упоминалась база данных муниципальных показателей, вот, которую СПУР, собственно, достал и дал миру и почистил. У нас она есть за 23 год, то есть мы тоже ее взяли у Росстата сырую, взяли, как бы ее почистили ее, ну, не так, возможно, там есть еще что-то чистить, вот, но в целом мы пытаемся вот, типа, что-то, какую-то преемственность сохранять, вот, и что получается. Но это Росстат. Росстат в нашей классификации хорошее, доброе ведомство, которое относительно некоторых других, которое вот может тебе... эти данные были получены на флешке одним из коллег, который в Москве поехал в здание Росстата, получил флешку с этими гигабайтами муниципальных данных, которые, вот, возможно, как говорила Рита, достаточно на поверку там много бессмысленного, но есть что-то осмысленное. Вот. И как бы почистить это, в принципе, можно найти ресурсы, а вот выбить какие-то новые данные, или то, что раньше публиковалось, или там вот микроданные, то, что Спур доставал, вот это, в принципе, кажется, исчезло. То есть это непонятно, кто и как может заменить, только если сами ведомства почему-то продолжат, но для нас это вот эта бюрократическая логика, она как тоже black box, то есть мы не понимаем, почему ведомство одно все закрывает, другое что-то открывает, как это происходит. Говорю Мите про то, что это экономические данные, я здесь полностью согласен. Ну и да, у нас есть какой-то байс, возможно, мы слишком переживаем по поводу каких-то отдельных данных. Больше всего страдают экономические данные, их как бы первую волну закрыли прям сразу, почти все, и они доминировали в этой выборке долгое время. И рядом с ними идут данные, которые закрывают после журналистских расследований. Там уже есть и социальные всякие данные и так далее. Но на самом деле вот эта третья категория, возможно, самая тревожная, это то, что превентивно, как нам кажется, закрывают. То есть всякие данные про, про преступность, например, или про
скажем, датасет, который тоже коллега наш вытащил, спас, можно сказать, с помощью недокументированного API на сайте Росприроднадзора, данные по загрязнениям. Тоже очень подробный датасет с источниками загрязнения, который убрали с сайта, но он остался висеть в бэкэнде в коде страницы, как бы. И мы его собрали оттуда. Вот. Но почему его скрыли, никто не может объяснить, потому что там нет какого-то ужасного роста этих выбросов, и никто не делал никакие расследования на этих данных. И даже в Госдуме были заявления и как бы требования даже эти данные вернуть, потому что ими пользуются там экологи, экологические организации и так далее. Вообще есть в законе закреплено право граждан России на достоверную информацию в окружающей среде. Вот, то есть почему это удалили, очень непонятно. И собираются ли это возвращать, тоже непонятно. И с многими порталами, и вот, типа Генпрокуратуры и другими, где написано, что отправлен на доработку, мы не знаем, действительно отправлен на доработку, или это такой эвфемизм, и мы никогда больше его не увидим. Вот такая моя реплика в ответ на все. Да, тут Вика написала интересную историю. Может быть, ты хочешь ее как бы озвучить? Да, просто очень коротко про то, как про европейских коллег, не знаю, в общем, да, чуваки в университете выиграли грант у Европейской комиссии, но правда, то, как бы, чтобы быть до конца честной, там не только Россия была в этом списке, но Россия довольно существенно занимала часть планируемой работы по сбору данных по законодательной активности. И, в общем, да, спустя полгода работы чуваки спросили, у меня нет ли таких данных, выяснилось, что они есть, и что они лежат, и все их можно скачать, и было большое удивление. Да, такое тоже бывает. Да, удивление и много боли, наверное. Ника, я хотел вас спросить про то, что происходит вот в контексте данных вообще про российскую эмиграцию. Вот тут прозвучал вопрос, что вот самый простой вопрос к вам, да, сколько вообще людей уехало и что в этом смысле в плане данных можно Мы не сказать? знаем. Короткий ответ: мы не знаем. Да, если можно, я сначала отвечу коротко Арнольду про загрязнение. Мы знаем, что последние годы, в послевоенное время, неожиданно экологи стали преследоваться намного больше, чем это было бы ожидаемо. Неожиданно экологические организации очень сильно, вот все международные фонды экологические, и я думаю, что это часть вот этого процесса. То есть это как раз не часть процесса продан, это часть процесса преследования экологов массового, про которую там пишет Мария Тысячнюк, и не только. Просто неожиданно все, что связано с российской экологией, вдруг стало очень опасно и закрыто. Это просто маленькая такая реплика. По поводу миграции. Статистика по миграции в России исторически плохая. Значит, почему? Потому что у нас есть только данные погранслужбы, которые, на самом деле, ФСБ, которые сообщают нам о въездах и выездах, пересечении границы. Да? То есть, если один человек пересекает границу раз в месяц, да, он в годичной статистике будет фиксироваться как 12 человек. Значит, соответственно, все, что мы знаем о пересечении границ, мы знаем, о таких более-менее долгосрочных пересечениях границ, мы знаем скорее из статистики принимающих обществ. Потому что принимающие общества многие, когда, значит, случился там Верхний Ларс условный, и до этого, в самом начале войны, когда тоже была большая часть потока, в общем, начали считать, сколько приезжает россиян. Как мы знаем, миграционная статистика всегда считает прошлый год, а не нынешний, как многие, да, а иногда даже на 2 года назад. Поэтому мы даже не по всем странам до сих пор имеем статистику людей, которые уехали в 2022 году. И дальше происходит следующее. Дальше эти люди, которые приехали в условный Казахстан или в условную Армению, некоторые остаются там, а некоторые едут дальше. И по нашим, Рита не даст соврать, исследованиям миграции, которые у нас есть и интервью, и опросы, мы видим, что есть люди, которые, например, уже поменяли с тех пор 12 стран, 15 стран. Вот. То есть как это все считается, совершенно непонятно. Кроме того, хорошо, у нас на момент лета 2022 года были данные, что 16% людей вернулись в Россию из тех, кто уехали.
Дальше эти люди говорили, что они вернулись не навсегда, а они хотят снова дальше уехать, но, может быть, уже не туда. И, в общем, получается, что на самом деле единственный метод, который бы я сказала был бы релевантен для подсчета, это считать по симкам, по русским симкам. Потому что, ну и то пока их не отключили, но, в общем, в основном все-таки люди хранят свои симки активными. Почему? Потому что на них завязаны многие всякие банковские штуки, ну вот эти вот вещи, там какие-то коды от госуслуг приходят, это все иногда надо. Вот если бы у нас была возможность посчитать по симкам, мне кажется, что это было бы более-менее точно. Но вообще данные разнятся довольно сильно. Ракша нам говорит про 700 тысяч, есть ребята, которые говорят там про миллион, там про 1 200 000. Понятно, что поток еще никуда не закончился, да, то есть он продолжает. Есть люди, которые там все еще продолжают куда-то ехать, есть люди, которые возвращаются. Да, поэтому это такая очень сложная картина, но такая более-менее всем понятная оценка-то миллион, но при этом динамику очень трудно проследить. То есть миллион ты на момент там после мобилизации скажешь. А что дальше происходит, довольно трудно сказать. Но как-то примерно как-то так. Мгм. Спасибо. Может быть, кто-то хочет отреагировать? Я попробую вставить короткую реплику по миграционной статистике и по числу возвращающихся. Здесь также еще надо понимать, что это очень важные для пропагандистской машины данные. То есть очень важно показать, что уехало мало, или это какие-то неправильные люди, и что они все вернулись. Ника тоже не даст соврать. К нам приходили журналистские запросы, в том числе из России, как бы, чтобы мы там поучаствовали или в какой-то там дискуссии. Мы, в общем, эти запросы отклонили, поскольку на российском телевидении, я думаю, нам ничего хорошего ожидать не следует. Но вот было недавно исследование, по-моему, даже его Bloomberg перепубликовал о том, что 40% якобы вернулось. Это было исследование, простите, не очень помню детали, одной из маркетинговых компаний или просто какого-то предприятия, которое по данным какой-то фирмы частной, которая по материалам что-то типа HeadHunter и так далее собрала материалы, и каким-то образом по ним удалось установить, что вот 40% людей, видимо, по CV, да, каждого конкретного юзера и так далее, вот те, кто искали работу за рубежом, в итоге каким-то образом, видимо, стали искать работу в России. Вот по этим косвенным показателям они сделали вывод, что 40% вернулись. Это, конечно, сущая ерунда. Мне очень жаль, что респектабельные издания такое публикуют, перепечатывают. Разумеется, никаких 40% речи не идет. Разумеется, кто-то вернулся. Есть, более того, челночная миграция туда и обратно. Это затрудняет тоже нам наши попытки все это посчитать. Более того, в разных странах принимающих есть разные критерии того, что они считают резидентами в своей стране. Они соблюдают с разной степенью там, прилежности, с разной степенью там, возможностей мониторинга. Поэтому все это превращается, конечно, в такую вот большую вот такую кашицу. Ну вот опять же, Арнольд, и да, вот если бы точно проводили, мне кажется, довольно внятные, и на самом деле одни из самых внятных, мне кажется, попыток посчитать, сколько все-таки уехало, сделать это аккуратно с опорой на выверенные источники. И тут я должна, наверное, сказать, вот есть пару буквально там пару копеек в копилку Виктории, и это вот прекрасная история про Еврокомиссию и данные ИНИТ. Есть некоторое недоверие данным, и в том числе аналитики, которые производят вот сейчас вот как бы русскоязычная, мигрантская, полумигрантская вот эта инфраструктура. То, что все, что мы с вами сейчас вот производим, нашу аналитику, нам нужно продираться через огромное количество недоверия, вот этих вот prejudice, ну, с точки зрения, там, не знаю, вот, коллег по там, евробюрократов, и то, мне кажется, так к нам немножко проще относятся, а вот, например, коллег-академиков. Например, некоторые проекты, которые также исследуют иммиграцию, им вот понадобилось 2,5 года, чтобы они просто нам написали имейл, например, или задали вопрос, потому что столкнулись с такими же проблемами, что и мы, и вот только спустя несколько лет они снизошли в том, что, оказывается, кто-то из региона может делать анализ не хуже, а местами гораздо более вменяемые, поскольку ну, квалификация как бы, всех собравшихся и тех, с кем мы работаем, позволяет делать очень серьезные вещи. И это большая проблема, потому что нам очень сложно сообщать о наших данных и о нашей аналитике вот за пределами нашего пузыря.
Вот. А учитывая, что геополитический контекст вообще не способствует никакому доверию, да, и люди обычно экономят свои когнитивные усилия, это вот, ну, это прям большая проблема. Как сделать так, чтобы кредибилити наших исследований было, ну, выше, поскольку пропадает огромное количество, в общем-то, чертовски полезной информации. А есть какие-то лайфхаки, как это недоверие можно пробивать? Ну, я сейчас постараюсь не сильно не забивать с собой эфир, просто вот скажу, какие лайфхаки. Это вступать в коалиции с не россиянами, не российскими коллегами, таким образом себя, ну, как бы, легитимировать в глазах, как бы. Писать не всегда под своим, ну, не то чтобы именем, но в каком-то соавторстве или под какой-то эгидой. Это все, конечно, очень нечестно, это, мне кажется, очень несправедливое распределение потом кредитов, кредит за проделанную работу, но это попытка как бы зайти на этот рынок, легитимировать себя на этот рынок идей, на этот рынок аналитики. Это одна возможность. Если вы работаете, не знаю, условно в Казахстане или в другой стране, вам неизбежно нужно пробить много-много стен для того, чтобы вас на местном рынке аналитики стали воспринимать как полноценного игрока, еще и полезного и не отнимающего необходимые как бы ресурсы. То есть надо, чтобы вас воспринимали как угрозу. И это отнимает очень много усилий и на это тратится очень много времени. Ну и, конечно, еще один лайфхак, ну, найти своих соотечественников, которые давно интегрированы, и просто вот использовать их как гейткиперов. Это, на самом деле, чертовски полезная вещь. Спасибо. Вопрос, наверное, уже последний, потому что мы выходим за время. Но если есть реакции на вопросы, которые уже прозвучали, то welcome. А вопрос, наверное, такой. Как вообще, на ваш взгляд, обстоят дела с финансированием российских исследований? Вот когда началась война, было такое предположение, в частности, у Владимира Гельмана, что вот сейчас, возможно, хлынет как бы новый поток денег, примерно как было в логике, зная своего врага с советскими исследованиями. Но такое ощущение, что как-то не оправдалось. Ну, то есть это было не то, чтобы это был прогноз, но вот если вот так трезво на это смотреть, нет ощущения, что как-то в Russian Studies пошли большие деньги и нет каких-то больших инициатив. Как вы думаете, вообще, может быть, кто-то хочет отреагировать? Маргарита, может быть, вы, может быть, еще кто-то? Ну, я, безусловно, имею что сказать на сей счет. Я давайте скажу такую провокационную фразу. Большое спасибо постколониальным, деколониальным исследованиям. Вот эта логика десента Russia сыграла с нами довольно злую шутку. Потому что, особенно вот я проламентирую, я работаю в Финляндии, здесь огромный спрос и дефицит экспертизы как по Украине, так и по России. С Украиной дела обстоят еще хуже, все симпатизируют, ни одного украиниста нет во всей практически вот этой вот околофинской и околофинской академии. Это катастрофа. И примерно такая же ситуация и с российскими исследованиями, на самом деле. Там, помимо Владимира Гельмана, нас, в общем, там не так уж и много. Да? У нас там 1,5 землекопа. И это всегда воспринимается как игра с нулевой суммой. Либо сюда, либо туда деньги. И это системная проблема, потому что это еще репутационные издержки для тех, кто эти деньги выделяет. То есть, в общем-то, спрос объективный есть, а как это выделить так, чтобы потом к тебе не пришли и тебе не стали тебя шеймить, это, ну, такая вот задачка со звездочкой. Эта проблема варьируется, если степень интенсивности от страны к стране. Я говорю про Евросоюз сейчас, и Вика тут, может, мне тоже и Арнольд меня скорректирует. Но вот это такая вот палка о двух концах. Вроде как бы борьба с имперскостью вещь важная и полезная, с другой стороны, мы себе стреляем в ногу иногда, когда используем эту риторику. Интересно, спасибо за провокационный тезис. Я, если можно, тогда, может быть, Виктории передал бы мяч, если Вика не против. Я пока в процессе наблюдения, но я что-то не вижу, чтобы был какой-то огромный прирост денег в Russian Studies, и чтобы вообще что-то как-то радикально изменилось. Более того, честно говоря, я наблюдаю и деколонизационный откат тоже. В том смысле, что первые 2 года, да, очень много было этого нарратива, а сейчас что-то как-то все немножечко так, как будто бы возвращается на круги своя. И опять как бы, ну вот все, как оно было до 22 года, так оно немножечко и осталось. Ну, понятно, что там у меня может быть супер байс, потому что я не вижу всех социальных наук, я не вижу там даже всей политологии, я вижу какой-то кусок, да, того, с чем я работаю, но не знаю, все fellowships, они как, в каком виде они были до 22 года, в таком они остались.
В некоторых случаях, да, появилось это деление на то, что вот у нас есть какая-нибудь программа для постдоков по Eastern European Studies, и раньше мы на нее брали одного россиянина, а теперь мы на нее берем одного россиянина, одного украинца, одного белоруса. Это в лучшем случае еще будет такой комплект. Ну, как бы вот какие-то такие супер минимальные с институциональной точки зрения изменения. Там по ЦЕУ я наблюдаю, что первые 2 года они пытались привозить больше украинских сколоров, сейчас это закончилось. Но также, to be fair здесь, появились просто какие-то институциональные площадки, которые украинцы делают на базе университетов, и это немножко лучше институционализировалось. Например, там в ЦЕУ появился Invisible University, который привлекает людей, которые могут там преподавать, да, студентов, и вообще вся эта тематика, она немножко так вот отделилась и ушла вот в эту институцию, и все, и вот там как бы все и происходит. Любые ивенты, связанные с Украиной, они часто связаны и с этим институтом, то есть как бы все немножко вот так вот локализовалось и теперь работает на каком-то более таком постоянном моторе. Потому что до этого на протяжении 2 лет была какая-то рандомность. То здесь появляется какая-то fellowship, то она оплачиваемая, то неоплачиваемая, то она исчезла. Какая-то вот эта вот такая, ну, она и с российскими сколарами такая же, в общем, история была. Вот, ну, не знаю, посмотрим, как это будет дальше выглядеть. В каком-то смысле, да, появился, может быть, еще больше экзотический интерес, но насколько он подкреплен реально, да, там, не знаю, деньгами, площадками, готовностью кооперироваться с российскими сколорами, это как-то тут я пока не вижу такой четкой динамики. Мгм. Спасибо. Ника, может быть, у вас какие-то есть впечатления на этот счет? У вас там рядом Чубайс Russian Studies Center открыл. Может быть, на него надежда? Чубайс прямо непосредственно у нас открыл, да, в Троицком университете, где я работаю. Все до сих пор пытаются понять, что же там люди будут делать. Спрашивали уже напрямую. Не говорят. Ну, там мужчины Молчат. важные. Там важные мужчины. Мужчины важные, да, и очень, да, такой маскулинный проект получился. Да, но на самом деле, ну, понятно, что это русские деньги, да, это большие русские деньги, ну, которые, вероятнее, все-таки связаны с тем, что некоторые акторы пытаются обелить свою репутацию. Это не совсем Russian Studies, in a way. Это, ну, как бы продолжение некоторых политических игр. А Russian Studies в таком академическом смысле я, в общем, поддержу то, что говорит Виктория. Мне кажется, что, ну, помимо, конечно, нет. Смотрите, тут нельзя не сказать, что, вообще-то говоря, некоторая солидарность академического сообщества тут вообще-то была, да, потому что многие люди получили гранты Scholars at Risk, многие люди получили гуманитарные визы, академические люди в том числе, да, в частности, Германия очень много сделала, да, для того, чтобы вывести этих scholars, многие из которых были Russian scholars, но не все. И в этом смысле, конечно, некоторая поддержка академического сообщества международного здесь была. Другое вопрос, что именно как бы вот то, о чем говорил Гельман, что именно сейчас как бы старая криминология, которая уже подзакрылась везде и так подувяла, расцветет новым пышным цветом, туда пойдут какие-то новые деньги, и там будут набирать студентов в смысле, что надо изучать своего врага. Вот этого интересным образом действительно не произошло. То есть мы видим старых игроков, какой-нибудь, не знаю, Дэвис, там, ну, всяких разных, эти там, Харриман и все эти центры, которые были. Может быть, там, ну, не знаю, какое-нибудь одно стипендиальное место больше, но как бы радикально это ничего не меняет. И никаких больших новых институциональных историй, где люди бы могли учиться или люди могли бы делать ресерч на эту тему. Есть несколько проектов по изучению Украины, которые, безусловно, были очень нужны. И на самом деле еще есть такая штука, что некоторые центры, которые были бывшие Russian Studies, переназываются в Ukrainian Studies или в Eastern European Studies.
И туда часто нанимают какого-то специалиста, который, ну, хоть каким-то боком, ну, лучше вообще прямо украинист, да, но украинистов мало, объективно. И туда нанимают каких-то еще специалистов, которые, ну, хоть что-то могут про Украину получше сказать. Вот это то, что я вижу. А вот каких-то вот таких больших радикальных перемен, когда, не знаю, все снова бросились учить русский язык или там что-то такое исследуют, я согласна с коллегами, этого нет. Ну, может быть, как раз это тоже то, что Маргарита сказала, да, что вот на самом деле все эти там 30 лет 80-90% ресурсов шли там на Россию, если посмотреть там, не знаю, фонд Форда, фонд МакАртуров, абсолютно все деньги, они как бы шли, ну не все, но большая часть денег шла на Россию, не на Украину, например. Вот, и может быть как бы мы наблюдаем сейчас какую-то такое осознание того, что, в общем, как бы не то чтобы это принесло много пользы, такой дисбаланс. Ну ладно, да, может быть, у журналистов как-то лучше обстоят дела. Арнольд, ты вот как бы будешь представлять журналистов, видимо. Ну, боюсь, что нет. Боюсь, что нет. У журналистов вообще сложно даже сказать, что могут хорошо обстоять дела в текущей ситуации. Ну, там тоже в 2022 году был резкий скачок, когда все начали выделять много денег, и это был позитивный момент, что, ну, просто нужны были, наверное, у академиков не, хотя нет, тоже была, но, возможно, не такая массовая волна эмиграции, и она более была равномерная, то есть не было такой, как бы, что вот все за один месяц там или за несколько взяли и с семьями, целыми редакциями переехали. Вот, соответственно, экстренные вот эти emergency funds, они были, и они помогли на релокацию сделать и обустроиться и так далее, дальше там платить зарплаты. Вот, сейчас в 23-м началось ощущение, что, как говорит один наш коллега, что льдина тает, они все спасутся, вот, и оно сейчас продолжается, сохраняется это ощущение, и, ну, уже, вот, мне кажется, вот в этом году уже как бы денег уже меньше, то есть начинают отказывать по каким-то проектам и говорят, что там, простите, в этом году нам сократили бюджет, и вот я разговаривал задавал вопрос этому человеку из вот таких как бы организаций, которые распределяют грантовые деньги на поддержку, и я его спрашивал о том, вот если политическая ситуация изменится, там кого-нибудь на выборах не того выберут, как это отразится на поддержке русских журналистов, он сказал, что там настолько маленькая сумма, что ее просто как бы не заметят. Вот, так что мы надеемся на то, что ее просто не заметят, что это настолько маленькие деньги, если будут сокращать, то начнут с другого. То есть либо вообще все сократят, но тогда это будет совсем плохо. А вот конкретно поддержку русских журналистов, скорее всего, нет, потому что это слишком маленькая сумма. Вот, так что такой вывод. Да, Мись, я вот думал, спрашивать тебя или нет, ты вот все переключился на Казахстан, но я помню, что когда я был в Казахстане, мне как-то язык не поворачивался говорить, что вот как-то на Россию недостаточно внимания обращают, потому что, конечно, Central Asian Studies внутри Post-Soviet Studies это не, как бы, не такой big deal, как Russian Studies были, это просто как бы коллеги это, мне кажется, в Казахстане хорошо чувствуют и понимают. Не знаю, может быть, тебе есть что сказать. Тут очень двоякий ответ, потому что если мы говорим про интерес к региону как к региону, как будто бы академически я не вижу, чтобы он менялся. Если мы говорим про интерес к региону как к чему-то связанному с Россией и финансовые потоки, то как будто бы это изменения достаточно сильные. Ну, то есть банально в значительной части университетов партнерские программы русистики, ну, когда там, ну, вот пример, да, в университете, где мы сейчас делаем исследовательский центр, делегация студентов-русистов из Кембриджа учатся, но они не просто так там оказались. Да, то есть точно так это относится и к значительной части других университетов здесь. Да, вместе с этими студентами приезжают какие-то там новые потоки финансов. Если международные организации начинают больше, на самом деле тут спорно, но я бы, ну, насколько я вижу, скорее это все-таки так,
больше дают денег на Казахстан, на исследования в Казахстане внутри, Казахстан, да, или Central Asia Studies. Но это, ну, поскольку идет попытка переориентации многих потоков Russian Studies с точки зрения доступа к русскоязычному полю в Казахстан. Вот. Если мы говорим про интерес к региону, то он скорее не изменился ровным счетом никак и до сих пор, ну, так остается достаточно маргинальным. Да, интересно. Ну вот я знаю, что фонд Сороса ушел, как бы, ну, практически весь ушел из подсоветского пространства. Вот. Да. Не знаю, насколько это прям знак падения интереса к региону, ну, по крайней мере, вот. Но там, ну, не то чтобы прям совсем сам ушел, да, то есть в случае с Казахстаном, но он функционирует здесь просто под другим названием сейчас. Вот, то есть скорее нет, скорее небольшой, ну, то есть за исключением Сороса я не могу припомнить каких-то крупных игроков, которые ушли, и скорее могу припомнить какое-то количество игроков, которые, ну, скорее не пришли, а скорее повысили финансирование. Угу. Да, ну, вопросы, конечно, остались, но мы уже говорим 2 часа, и прежде всего хотелось поблагодарить вас за терпение и готовность провести этот вечер, обсуждая российские данные, Russian Studies и все, что связано с разными вещами, с анализом данных. И было очень интересно и приятно пообщаться. Надеюсь, что вам тоже. И, может быть, в будущем мы сделаем что-то подобное, но уже каким-то, может быть, другим составом, да, осветив какие-то новые вопросы, которые, может быть, мы сегодня не успели затронуть, например, там те же демографические данные, которые также интересные и, по всей видимости, одни из самых надежных сейчас. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Я также скажу слушателям, что наши коллеги из Ковчега, я, наверное, должен сказать что-то в духе, что это экстремистская нежелательная организация, не знаю. Вот. Ну, в общем, наши коллеги из Ковчега делали тоже стрим про то, как исследовать Россию. Не совсем черный ящик она называется. Я думаю, что мы прикрепим ссылку. Вот. Там тоже много всего интересного. Это к тому, что как бы мы не первые, и, разумеется, кто пытаемся как-то затронуть эту тему. Вот. Большое вам спасибо. И на этом мы, наверное, официально совершаем стрим. Во всяком случае, я сейчас остановлю запись и надеюсь, что Валерий тоже в какой-то момент ее остановит.